Сунь Цзы – китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до нашей эры, автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны». Настоящая цель войны – мир. Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, мой друг. Тот, кто мне льстит, мой враг. Если не знаешь, каковы твои дети, посмотри на их друзей. Если ты узнал, что у тебя появился шпион противника и следит за тобой, обязательно воздействуй на него выгодой, веди его к себе и помести его у себя. Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны. Одержать 100 побед в 100 битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина. Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева. Полководец не должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это соответствует выгоде. Если это не соответствует выгоде, остаются на месте. Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением. Управлять многими – то же, что управлять немногими. Дело в организации. Дурные качества и поступки человека зависят от него самого. Сто раз сразиться и 100 раз победить – это не лучшее из лучшего. Лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. Самая лучшая война – разбить замыслы противника. На следующем месте – разбить его союзы. На следующем месте – разбить его войска. Самое худшее – осаждать крепости. Музыка – источник радости мудрых людей, она способна вызвать в народе хорошие мысли, она глубоко проникает в его сознание и легко изменяет нравы и обычаи. Война – это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к выживанию или гибели. Это нужно тщательно взвесить и обдумать. Беды приходят тогда, когда люди в своей лени забывают заботиться о себе. Готовность пожертвовать собой ради выполнения долга есть основа поддержания жизни. Если полководец разговаривает с солдатами ласково и учтиво, значит, он потерял свое войско. Неуязвимость в обороне, но возможность достичь победы только в нападении. Нужно учиться до старости и смерти, когда учение прекращается само.
То, что происходило 1000 лет назад, непременно возвращается. Таково древнее постоянство. Пребывая в порядке, ожидай беспорядка, в спокойствии ожидай шумного. В этом путь управления разумом. Есть 6 типов злополучных армий: бегущая, распущенная, тонущая, разрушающаяся, беспорядочная и разгромленная. Эти 6 не от неба и земли, а от ошибок полководца. Не полагайся на то, что враг не придет. Полагайся на средства, которыми располагаешь, чтобы принять его. Не полагайся на то, что враг не нападет. Полагайся на то, чтобы наши позиции были неуязвимы для нападения. Если ведут войну и победа затягивается, оружие притупляется и острия обламываются. Если долго осаждают крепость, силы подрываются. Если войско надолго оставляют в поле, средств у государства не хватает. Небо родит простолюдинов не для правителя. Оно возводит на престол правителя для простолюдинов. Я слышал об успехе быстрых военных походов и не слышал об успехе затяжных. Ни одно государство не извлекло выгоды из длительной войны. Стратегия ведения войны такова: если сил в 10 раз больше, чем у врага, окружи его; если в 5 раз больше, атакуй его; если в 2 раза больше, раздели свои силы. Если силы равны, можешь с ним сразиться. Если сил меньше, перехитри его. Если тебя превосходят, избегай его. Поэтому упорствующий с малым станет пленником большого. Новорожденные везде плачут одинаково. Когда же они вырастают, у них оказываются неодинаковые привычки. Это результат воспитания. Сначала будь как невинная девушка, и противник откроет у себя дверь. Потом же будь как вырвавшийся заяц, и противник не успеет принять мер к защите. Правителя можно сравнить с лодкой, а народ с водой. Вода может нести лодку, а может ее и опрокинуть. Благоприятные возможности множатся, если ими умело пользуются. Если должности и дела среди людей не разделены, возникает несчастье. Люди стремятся делать лишь то, что им выгодно, и борются за заслуги. Когда не обращают внимания на критику и похвалу народа и спокойно мирятся с потерей его симпатий, это недостойный путь управления страной. Обращайтесь со своими людьми так, как если бы они были вашими любимыми сыновьями. И тогда они последуют за вами в самое глубокое ущелье. Когда у человека много свободного времени, он немногого достигнет. Человек должен делать те дела, которые, хотя и требуют тяжелого физического труда,
но успокаивают его разум. Мудрых и способных людей надо выдвигать на должности независимо от их положения. Ленивых и неспособных нужно немедленно отстранять от должности. Главных злодеев нужно казнить, не дожидаясь их перевоспитания. Обычных средних людей нужно воспитывать, не дожидаясь, когда к ним придется применить меры наказания. Когда совершенный человек обладает большими знаниями, да к тому же ежедневно проверяет себя и анализирует свое поведение, тогда он мудр и не совершает ошибок. Беспорядок рождается из порядка, трусость рождается из храбрости, слабость рождается из силы. Порядок и беспорядок – это число. Храбрость и трусость – это мощь, сила и слабость – это форма. Бывают дороги, по которым не идут. Бывают армии, на которые не нападают. Бывают крепости, из-за которых не борются. Бывают местности, из-за которых не сражаются. Бывают повеления государя, которых не выполняют. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.